Здравствуйте! Сегодня 24 июля 2015 года. Константин у нас находится уже 2 месяца. Завтра он уже уезжает. Первый курс его закончился, и ему предстоит реабилитация сейчас дома. За этих 2 месяца, которые он находился у нас, я считаю, произошли просто фантастические изменения в его здоровье. И то, что происходит, я считаю, это действительно революция в медицине. И если до настоящего времени существовало название медицина регенеративная, то есть это было только название, то и с сегодняшнего дня будем считать, что есть не только название, а и уже практика по регенеративной медицине. Потому что, другими словами, то, что происходит, например, у нас в академии, считать просто невозможно, потому что это не лечение, это не оздоровление, как считают, не реабилитация, это просто процесс регенерации. Регенерации организма у человека с любой стадией заболевания, с любыми диагнозами фактически, есть возможность выздороветь, и не просто выздороветь, а восстановить частично или полностью, в зависимости, конечно, от желания и возможностей, свое состояние здоровья. Насколько бы это не было плохо, все равно идут улучшения в процессе, когда человек находится здесь. Сейчас дадим слово Константину, пускай он сам своими словами расскажет, что все-таки произошло за эти 2 месяца и как он сам считает, что все-таки дает наше, можно сказать, это новое направление регенеративной медицины. Слушайте. Произошло много что произошло. По сравнению с тем, как я приехал, сейчас я чувствую себя намного лучше, сильнее. Мышцы выросли, руки выпрямились, ноги выпрямились, позвоночник по сравнению с тем, что было, на самом деле очень сильно выпрямился. Конечно, еще работать много, но как на 2 месяца, мне кажется, что очень хорошо идет процесс, и быстрее уже некуда, наверное. Ну да. Просто мне кажется, что все на самом деле очень хорошо. Как у тебя с питанием? Какие изменения? Конечно, я ем лучше. Раньше мне вообще есть не хотелось. Я просто ел, потому что нужно было. Сейчас есть аппетит? А сейчас есть аппетит. Как сон? Сколько раз раньше спал, сколько сейчас спишь? Раньше я спал очень мало. Даже если лежал часов 10 там в постели, не знаю, 3-4 часа, если спал, это хорошо. Из 10 часов лежания, да? Да. А сейчас нормально сплю. Сколько сегодня спал? Сегодня часов 9 спал. Замечательно. Как у тебя, раньше ты лежал только на одном левом боку, как сейчас? Сейчас я на самом деле лежу больше на спине, пытаюсь, и уже и на правом лежу. Не так много, но лежу. Часик вполне могу, и без боли. Нормально лежу. Раньше тебя просто положить не могли на правый бок? Да, раньше вообще не. Просто даже перевернуть на этот бок? Было невозможно просто. Да. Сколько ты можешь сейчас находиться, даже сидя в коляске? Насколько я помню, что ты приехал, даже в коляске ты не мог сидя находиться. Я долго не мог. Если час, и все болело уже. А сейчас, на самом деле, мы несколько дней назад гуляли часов 8. 8 часов ты спокойно можешь находиться, да? Устал, конечно, уже, но нормально. Но перенес да. нормально, да.
Нормально. Ну, видишь, раньше часа фактически не мог, да? Да, раньше, Ну, так что это очень существенно. Кисти, как руки. ну, конечно, тоже выпрямились получше уже и как бы силы больше в руках уже. Раньше, если так двигал руками, то так хаотично, больше выбрасывал как бы руки, а сейчас могу... Сейчас просто тихонечко двигаешь. Сейчас могу двигать нормально. Ясно. Покажи, как ты поворачиваешь голову, забрасываешь. Ну вот, Спокойно можешь сейчас, да? абсолютно спокойно могу покрутить даже. Ну, приехал ты сюда, этого не мог сделать, да? Нет. Только чуть-чуть по сторонам мог, и все, да? Да, только так. Вперед, а назад, если падала голова, все, не мог. Это поднять не мог сам. Нет. Ну, видишь. Так что, ну, вот такие вот у нас результаты. Смотрю, ты уже сидишь, ноги более-менее хотя бы прямо, а то ты все время сидел в позе йога, и ноги Да, не мог ноги даже уже. вот так вот посадить, да? Сейчас ты сидишь и ездишь вот, ну, на прогулке уже в таком виде, да? Да, только так. Только Ноги так, да? йоги вообще не ставят. Уже нет, всё, да? Нет. Ну, видишь. Так что и нормально уже, и нету такой боли, ничего. Нет, нормально. Ну, если долго, конечно, болят ноги немножко, но С непривычки все-таки. Да. Сколько лет они в такой позе были? ну, много. Ну, если взять только так, наверное, лет 5-6. 5-6 ты не мог уже, Да. только в этой позе. Всё, да? Ну, видишь. Чтобы их немножко постепенно выравнивать, нужно сидеть в той позе, в которой нужно. После 5 недель мы смотрели, ты сам давал заключение, насколько отбросили твою болезнь назад, то есть как ты чувствовал раньше, когда это было. Сейчас прошло, ну, можно сказать, 8 недель уже, 2 месяца, и как твое вот самочувствие на сегодняшний день, как ты, если помнишь, когда ты себя чувствовал так, как сейчас? Ну, наверное, лет 6 назад, мне так кажется. В начале процесс шел быстрее, поэтому я и сказал через 5 недель, что где-то на 5 лет. Потом немножко помедленнее. Поэтому, Но стабильнее. да, ну стабильно. Да, то есть, Вначале очень, очень быстро все менялось на самом деле. Я даже все болело. да, даже боялся, даже Боялся. сам притормозил этот процесс. Да, даже боялся на самом деле. Ну, такие быстрые процессы, да? Ну, конечно. Да. Ну, я думаю, что твое самочувствие, я так смотрю, тоже реально, оно, если ты 30 лет болел, то оно отброшено на лет 6, но твое внутреннее самочувствие и то, что у тебя нет никакой опасности сейчас, никакой угрозы для жизни, я думаю, что это намного больше все-таки. Я думаю, что на лет добрых 10. Ну, может быть. Ну, а если по самочувствию так брать, я тоже так предполагаю, когда и как что происходило. И думаю, 6 лет это чисто по-физически, а чисто по твоему самочувствию, я думаю, что оно намного еще больше и глубже. И сам факт того, что фактически болезнь остановлена и уже произошел поворот с 8 недель на 6 лет, это фантастика, это просто невероятные вещи. Так что все скептики, которые говорят о том, что миопатия, мышечная дистрофия, мышечная атрофия не лечится, это все в наших условиях исцелимо. И хотел бы сказать о том, что если человек верит, если он хочет, то в принципе можно добиться любых результатов. Константин сюда ехал, в принципе, зная, что мы уже лечим эти болезни, но в таком состоянии, в котором он был, он сам в это, в принципе, наверное, и не верил, правильно? Ну, наверное. Да. Поэтому даже то, что произошло, это фантастика. Ну и как ты думаешь, все-таки вот россиянин, который собирается там менять голову, есть вообще смысл в замене головы, если можно вот таким методом восстанавливать Мне кажется, организм? что в любом нет смысла вообще.
Ну, да, по-любому. возможно, самое дорогое убийство будет за 15 миллионов человека. Ну, если сделать операцию, Да, тогда если наверняка так будет. Да, самое за 15 миллионов просто убьют человека, да и все. Вот, а здесь процесс идет. Так что замена головы не нужна. Надежда у людей, у миллионов людей сейчас, даже смотревши на результат Константина, есть, и это реальная надежда. Еще есть у меня маленькая просьба к тем, кто смотрит этот фильм. Дело в том, что сейчас Константин уезжает, у него нет средств больше остаться. Он побыл 2 месяца, хотя был с намерением таким, что он останется на целый год, чтобы дальше продолжать, но и финансовые возможности его фактически иссякли, его подвели его партнеры, которые обещали ему средства. И если есть возможность, все-таки начата колоссальная работа с восстановлением его организма. Хотел бы попросить, у нас на сайте есть открыть счет благотворительный конкретно на Константина, и там и на Светлану тоже с таким же заболеванием. Поэтому, если есть возможность кому-то помочь, очень он бы был благодарен тем людям, которые помогли бы ему выкарабкаться с того состояния, в котором он еще на сегодняшний день находится. Вот. Ну и в то же время на него смотрит даже не вся страна, а фактически весь мир, потому что тихо все затаились и молча как бы подсматривают наш процесс нашего выздоровления. Но фактически если брать сообщество врачей, которые согласились делать операцию по замене головы, и таких желающих появилось как бы больше 200 человек, хирургов, которые согласны этим заниматься, то нет одного врача в мире на сегодняшний день, я не видел никакого интереса к тому, что мы занимаемся сегодня восстановлением организма, регенерацией всего организма, без никаких замен, без никаких операций, без риска к здоровью. Это просто непонятная ситуация в мире. Неужели все хотят идти только убийствами, самоубийствами и вредными средствами или опасными средствами? Почему нет никакого интереса у людей, у медицинских работников, ученых тем, чем мы занимаемся? Я бы, если бы я, например, был каким-то ученым, увидел бы это, то, что мы делаем, те же результаты, я бы на следующий день был здесь просто и просился бы, чтобы хотя бы объяснили, показали и дали попробовать. По заключению наших пациентов, которые даже были на 1-2 днях процедур у нас, их заключение такое, что все, что мы здесь делаем, даже один день дает такой эффект, как будто дополнительный год жизни. Человек просто ощущает себя настолько здоровее, сильнее, энергетика его. Ну, это невозможно объяснить, описать, и это невозможно словами сказать. Я согласен с вами, Костя? Конечно, я согласен. Чувствуешь здесь просто энергетику совсем другую. Конечно. Да. Потому что есть в жизни места, когда само место, оно угнетает, добивает человека. И здесь же происходит, возможно, какая-то энергетическая подпитка, какая-то дополнительная духовная подпитка и физического тела, то, что мы занимаемся, очень много. Это все дает такие колоссальные эффекты, которых нет нигде на сегодняшний день в мире. Никто повторить до сих пор не может то, что делаем мы. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Это на примере, можно сказать, самых неизлечимых болезней. Это вот, мышечная дистрофия, миопатия, это атрофия мышц. Это все
синонимы, это все болезни, которые в наших условиях, вот даже в таком состоянии, как у Константина, он сейчас дышит, он сейчас, посмотрите на него, посмотрите первый фильм, да он выглядит на лет 10 моложе. Серьезно. Если бы ты еще побрился сегодня. Ну, я не знал, что меня снимали. Ну, видишь, ну, если бы ты побрился на лет 10, бы ты выглядел бы моложе, как питать. Чем питался? Какая-то диета специальная, которую мы тут давали? Нет, никакой диеты. Что мама мне готовила дома, то и здесь. Что мы тебе тут рекомендовали? Какое питание? Ну, есть все. Ну, что? Наши рекомендации какие были по питанию? Что там написано? Ты читаешь? Ну, есть мясо, сало, яйца, молоко пить. Конфеты. Ну, все нормально. Ну, есть все, Обычно что ты это- хочешь. То да, есть всё, ты что не я- ел ничего, то, что мы рекомендовали. То есть рекомендаций вообще же не было. Ну да, По я поэтому питанию и думаю. я тебя ввел в заблуждение, ты в шоке. Какие эти рекомендации? Нету просто рекомендаций Ну по да, питанию. я абсолютно нормально ел. Ты просто нормально питался то, что ты хотел, и все. То, что тебе готовила мама. Правильно? Да. Ну, я и сказала, что то, что дома, то и здесь. Ну вот, видишь, и что, и это помогает. А то все питание помогает, ничего не помогает. Питание помогает только то, которое человек хочет, то и должен есть. И никаких ограничений, никаких вымышлений. Никаких диет, ничего. Ну, видишь, это первый вопрос у всех, какие диеты? Никаких диет. Никаких, нет, ничего. Никаких ограничений, все, что хочешь. Все, что хотел. что и- Сколько лет ты алкоголь не пил? Ну, никогда не пил так, чтобы пить. 35 лет ты его фактически не пил. Нет. В Молдавии молдаванин, который не пил вина. Так, да? Ну, я пробовал, но не пил. Ну, вот Это разные вещи. так, чуть-чуть только пригубил и все, да? Да. Ясно. Ну, а здесь мы лечили тебя чем? Бальзамами? Ну, бальзам, да, да. По средам. По средам, видишь, бальзам, и нормально. Нормально. Ну, видишь. Так что и алкоголь иногда тоже хорошо, только лечебный. И в лечебных дозах. Да. Добре. Желаю тебе огромного успеха, счастья, здоровья, всего наилучшего, чтобы у тебя все получилось. Спасибо. Да, от души тебе желаю. Думаю, что то, что сделано, никому, даже тебе не верилось, что это произойдет. Хотелось, но даже не верилось. Правда, желаю. Сенсационные новости. В Польше в Академии регенеративной медицины создали методику, которая действует как эликсир молодости. Воспользовавшись ей, можно надолго продлить жизнь и бороться с большинством неизлечимых и даже генетических заболеваний. Без трансплантации регенерировать органы и системы, омолаживать организм и возвращать утраченные ранее функции. Появилась возможность подарить самое дорогое – здоровье и молодость себе и своим близким.